Здравствуйте. А давайте разберем сегодня, а существует ли такое понятие грех? Ведь к этому понятию постоянно обращаются все религиозные деятели. И мало того, одно из доказательств существования Бога Канта именно в том, что существует какое-то нравственное поведение. То, что именно понятие грех нас сдерживает от каких-то поступков. А вообще, что такое грех? Как появилось такое понятие? Сразу должен сказать, что мало того, что я не теолог, я еще и атеист. И этот вопрос мы сегодня будем разбирать с точки зрения науки, с точки зрения принципов работы нервной системы. Это канал «Аппаратная психотерапия», и я ее автор-ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемой математического моделирования нервной системы. И на этом канале я знакомлю вас с прикладным значением, с прикладным использованием, бытовым использованием данной модели в нашей жизни. Так давайте разберемся, что такое грех. Почему мы вообще верим в существование подобного явления? Каждый из нас испытывал какие-то неприятные чувства после того, как совершил поступок, который для данного человека, для вас является неприемлемым. Вы считаете его плохим. Почему это происходит? Из-за того, что есть Бог, и Он за вами бдит? Все гораздо проще. Это определяется принципами работы нашей нервной системы. Как мы испытываем грех? Даже если мы что-то сделали, то, что мы считаем неприемлемым, то очень быстро, если не в этот момент, если мы сделали что-то, что мы считаем неприемлемым, то даже если мы не испытывали сильного волнения, дискомфорта в тот момент, когда это действие совершали, то все равно после содеянного мы начинаем раскаиваться. А что значит раскаиваться? Мы чувствуем себя крайне неуютно, неприятно. Мы испытываем, как мы называем, душевный дискомфорт. На самом деле мы испытываем дискомфорт физический. Где-то колет, где-то давит, сердечко, может быть, колотится. И самое главное, в это время наше настроение очень сильно портится. Мы чувствуем себя намного хуже. Мы начинаем тревожиться, как же мы нарушили какой-то принцип, какую-то заповедь. Мы можем об этом плакать, мы можем горевать, мы можем уходить в глубочайшую депрессию. Да как же я такое сотворил? И никакого отношения к религии, к Богу это состояние не имеет. Это определяется принципами работы нашей нервной системы. Я уже несколько раз повторил о принципах работы нашей нервной системы. Так как же она работает? Дело в том, что по нервным волокнам протекает только электрический ток. Все. Ни картинки, ни образы, ни какие-то грехи по нервным волокнам не протекают. Только нервные сигналы. Но с точки зрения физики это электрические сигналы. Генератором этих сигналов является только одна структура в нашем организме – рецептор. Количество рецепторов в организме неимоверное, огромнейшее. И рецепторы превращают все виды окружающей нас энергии в электрический сигнал. И рецепторы можно разделить на две большие группы – внешние рецепторы и внутренние рецепторы. Внешние – это те, которые перерабатывают в электрический сигнал энергию Солнца, воды, электромагнитное поле Земли, температуру, давление, все, что нас окружает, энергию окружающего мира, энергию космоса, энергию Вселенной. Внутренние же рецепторы реагируют на изменения химического или физического состава нашего организма. Они тоже превращают эти изменения в электрический сигнал. Но резкое, сильное изменение
физико-химического состава нашего организма мы воспринимаем как боль. Если это не боль, то мы это испытываем как дискомфорт. Но дискомфорт – это только небольшой уровень боли и не более того. То есть можно сказать, что для работы нашей нервной системы нам нужна либо энергия окружающего мира, либо энергия боли. Но те, кто изучали физику, они понимают, что электричество, оно есть электричество. И какая разница, вырабатывается оно ветряками, гидроэлектростанциями или с помощью угля, неважно. В результате получается электрический ток. Для организма, для нашей нервной системы, для нашего мозга тоже безразлично, как вырабатывается. С помощью внешних или внутренних рецепторов, с помощью космоса или боли. Но почему-то боль мы не любим. Почему-то от нее мы пытаемся каждый раз избавиться. Почему? Не потому, что это больно. Я уже сказал, нервной системе все равно, и мы можем привыкнуть к боли. Люди, которые болеют, например, ДЦП, они живут в постоянной боли. Люди, у которых артриты, любые болевые синдромы, они живут в этом состоянии, они к этому привыкли. И тем не менее мы хотим избавиться от боли. Почему? Потому что рецепторы внешние и внутренние, они работают одинаково, но они работают очень по-разному. Способ получения энергии очень разный. Если у внешних рецепторов просто идет забор энергии от внешнего мира, мы берем столько, сколько можем взять. Внешний мир дает колоссальное количество энергии. То для того, чтобы мы получили дополнительную пульсацию от внутренних рецепторов, нужно изменить этот физический состав нашего организма. Мало того, что энергию, которую может дать наш организм, она меньше. Энергия боли всегда меньше, чем энергия, например, Солнца. Да? Но еще для того, чтобы эту энергию дать, ее нужно, этот состав нужно изменить. И это еще больше уменьшает коэффициент полезного действия внутренних рецепторов. То есть мы должны приложить энергию для того, чтобы сработал этот участок. Можно сказать, что энергия внешних рецепторов – это энергия, пусть электрической сети. А энергия внутренних рецепторов – это энергия аккумуляторов. И аккумуляторы нужно заряжать. И каждый раз, когда срабатывают внутренние рецепторы, идет истощение, и их нужно заряжать. Энергия должна туда прийти. Откуда? Да опять от внешних рецепторов. И опять получается, что внешние рецепторы вместо того, чтобы идти на работу нервной системы, они идут на зарядку аккумуляторов, они идут на зарядку болевых участков. И мы чувствуем истощение. А почему мы чувствуем истощение? Да потому что наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше поступает, тем более мы энергичны, счастливы. Чем меньше электричества поступает в мозг, тем меньше у нас сил, энергии для жизни. Мы не хотим думать, мы не хотим действовать. Мы в глубочайшей депрессии. И это истощение как раз ведет в сторону депрессии, в сторону уменьшения энергии. А почему вообще идут внутренние рецепторы? С чего вдруг, есть внешние, почему бы им не работать? Дело в том, что основные принципы работы нашей нервной системы были еще описаны в работах Павлова и его института. Это образование рефлексов. Рефлекс самый простой. Лампочка зажглась, слюна у собаки потекла. По коленочным молоточкам ударили, ножка дернулась. Но это самый простой. В нашей жизни образуются огромные рефлекторные комплексы, которые мы называем своими знаниями, своим опытом. Чтобы этот комплекс сработал, к нему должна прийти энергия.
Каждый раз, когда образуются дополнительные связи между нервными клетками, на это должна потратиться энергия. И какая энергия вот в этот данный момент была, именно она и будет работать с данным рефлекторным комплексом, с данными знаниями. И если вам сказали, что дважды два – 4, и в это время вы испытывали счастье, то вы и дальше будете испытывать это счастье. Если же вас в это время пороли розгами, то дважды два – 4 будет каждый раз вспоминаться болью в заднице. И то же самое идет и понятие греха. Наши моральные принципы, наше поведение морально-этическое – это тоже результат нашего опыта, наших знаний. И как сформировалось момент счастья, то есть в момент, когда большинство энергии шло от внешних рецепторов, или в момент боли, горя, депрессии, каждый раз именно эту эмоцию вы будете вспоминать, потому что именно столько энергии поступает именно из этого источника. То есть, когда мы говорим, что есть понятие греха, это наша попытка объяснить работу там, внутри. И, если честно, попытка достаточно серьезная, потому что все религии на этом работают. Все религии на этом и зарабатывают. Пытаясь объяснить, что существует грех и вести себя надо так, чтобы жить безгрешно. Гораздо правильнее сделать так, чтобы вы не испытывали боли. Сейчас я говорю о том, что можно избавиться от боли. Можно перестать переживать на эту тему. Я не говорю, что все, как только вы избавляетесь, вы начинаете блудить, воровать, убивать и тому подобное. Нет, этого не произойдет. Вы просто перестанете на эту тему переживать. Обратите внимание, посмотрите на людей в церкви. В абсолютном большинстве это люди несчастные. Это люди, которые испытывают очень сильное беспокойство, очень сильную депрессию. Они идут в церковь именно для этого, чтобы попытаться это убрать. Но ни религия, ни психология, ни психотерапия этого сделать не может. Потому что ничто из них, ни одно из этих направлений не пыталось поставить задачу восстановить нормальную проводимость нервных путей, сделать так, что сопротивление нервных волокон стало минимальным. И количество энергии, поступающей от внешних рецепторов, стало достаточно. И необходимости боли как альтернативной энергии больше не было. Что предлагаю я? Одно из направлений математического моделирования было создание аппаратной психотерапии. Это разновидность физиотерапии. Ее задача не в том, чтобы сделать вас безгрешным или чтобы вы, наоборот, стали великим грешником. Нет, ее задача – восстановить проводимость нервных путей, уменьшив сопротивление нервных волокон. И тогда, совершив какое-то действие, вы перестанете об этом думать, вы перестанете об этом переживать. Вы будете чувствовать себя нормально. У вас не будет необходимости ни в том, чтобы это действие совершать, ни в том, чтобы его не совершать. Оно станет для вас, по меньшей мере, безразличным. И опять же повторяю, на меня могут сейчас накинуться все приверженцы религии. А как же грех, а как же страх, а как же ад? Пугать, использовать страх – это неэффективно. Работают только мотивация на удовольствие. Точнее так, они срабатывают, но на очень короткий период, и их эффективность очень маленькая. Как проводится аппаратная психотерапия? Вы надеваете наушники и слушаете гудение. В это время вы занимаетесь всеми своими делами, какими обычно и занимаетесь. Через какое-то время вы заметите, что ваша энергичность изменилась. Вам стало легче, вы стали больше успевать. И уже как побочный эффект вы увидите улучшение настроения. Если вы в это время будете работать именно со своим
понятием греха, что вот это делать плохо, это я хочу это делать или я не хочу этого делать. Когда вы каждый раз будете о грехе вспоминать, вы будете чувствовать себя плохо. Ну, периодически вспоминайте во время сеанса. И через несколько сеансов вы заметите, что сначала вам эта фраза, это воспоминание стало безразличным. Пройдет еще несколько сеансов, и вы заметите, что вы стали получать от этого удовольствие. И в какой-то миг вы станете испытывать кайф. Просто вот всплеск энергии. Это значит, что с этого момента данный рефлекторный комплекс больше не энергоснабжается болью. Все, больше ничего. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь к лучшему. Убирайте из своей жизни боль, душевную и физическую. Подписывайтесь на канал, узнавайте, можете ли вы как-то еще изменить свою жизнь. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте безгрешны. А самое главное, перестаньте об этом переживать.